Если данная запись попала вам в руки, то я даже не уверен в вашей безопасности в данный момент. Я просто хочу вас предупредить, что с этого момента вам нужно быть предельно осторожными. Но поверьте мне, то, о чем я вам поведаю, того стоит. Последние 10 лет своей жизни я посвятил благородной, как мне казалось, миссии. Важной и ответственной работе. Нам говорили, что все, что мы делаем, на благо человечества. Нам говорили, что население можно сравнить с монетой, которая летит где-то среди галактик. Этих опасностей, которые хоть и представляют реальную угрозу всему живому, но о которых вообще никто не должен ничего знать. Некоторые аномалии никогда и не видны глазам простых людей, а другие могут постоянно находиться рядом на виду. Третьи укрыты от постороннего взора, но могут быть случайно обнаружены. Мне удалось сделать копии видеоматериалов и нескольких экспериментов, посвященных SCP-004. Чертова дверь, которая... Здравствуйте! Вы смотрите ознакомительный видеоматериал по объекту SCP-004. Вся ниже изложенная информация предназначена для сотрудников фонда не ниже 2-го уровня допуска. Объект SCP-004 представляет собой старую металлическую дверь с решеткой, обозначенной как SCP-004-1, и связку из 12 стальных ключей, обозначенных как SCP-004-2, SCP-004-13 соответственно. Сама дверь представляет собой вход на заброшенную фабрику. При обращении с SCP-004 жизненно важно следовать соответствующим процедурам. Ни при каких условиях ни один из ключей не должен быть пронесен сквозь дверь. В данный момент неизвестно, что может за собой повлечь, но стоимость данных экспериментов такова, что это непрактично. Несанкционированный вынос ключей из зоны проведения испытаний является основанием для немедленного уничтожения субъекта. Дверь была обнаружена группой из 3 несовершеннолетних, которые незаконно проникли на федеральную собственность возле... Судя по их показаниям, они нашли связку ключей в ящике стола одного из кабинетов и определили, какую дверь они открывают. Несовершеннолетние были взяты под стражу после того, как они связались с местными органами правопорядка и сообщили, что один из них после открытия двери одним из ключей был разорван. Правую руку парня открыл дверь и нашли в 8 километрах от этого места. Позже в радиусе 32 километров нашли еще несколько. А через пару лет возле двери неожиданно появилось еще. Фон быстро узнал об этом инциденте и, конечно же, взял дело под свой контроль. Несовершеннолетним, а также сотрудникам правоохранительных органов были сделаны инъекции амнезиака класса А. Территория вокруг SCP-004 была объявлена опасной зоной из-за неразорвавшихся снарядов и была обнесена оградой, чтобы предотвратить проникновение гражданских. Ключи и связки были... Для исследования объекта было выделено 12 сотрудников класса D. Начались мероприятия по изучению объекта. Сотрудники класса D. Одна из причин, почему я рассказываю все это. Уголовники, бездомные, провинившиеся и вообще пушечное мясо, под тем или иным предлогом согласившиеся участвовать в экспериментах. Просто подопытные мыши. Хотя даже мышей зачастую ждала лучшая участь. Как и в случае с тем парнем, никаких останков, ни частей тела, ни одежды. Только небольшая лужица на асфальте и брызги крови на стенах, которые, как я слышал, очень долго отмывали. Сотрудник D,
7681. Подойдите к двери и откройте ее с на ключ. Все, кровь? Произошло. Ребят, я не буду открывать. Напоминаем, что отказ от сотрудничества ведет к немедленному уничтожению. Поначалу все это кажется сплошным безумием. Потом некоторые даже привыкают. Первые 6 испытуемых погибли во имя какой-то великой цели, неких великих открытий или знаний. И еще тогда задавал себе вопрос, почему это вообще стоит делать. Почему жизнь этих 12 человек стоит того, чтобы открыть эту чертову дверь. Испытуемый номер 7 единственный, кто выжил и вернулся в нормальном состоянии. Было очень темно. Я зашел, посмотрел по сторонам, не было никакого света, никакого движения. Абсолютно пустая комната. Прошел несколько шагов вперед. Казалось, будто бы есть какой-то приток воздуха, но... А этому парню повезло. Не было ничего. Он пробыл по ту сторону двери немногим более 2 минут и вернулся живым и в здравом рассудке. Чего не скажешь об испытуемом номер 12. Ходите туда, там слишком страшно. Кормить сегодня будут вообще? Мне можно туда ходить, я там был, там темно и... Мне можно туда идти, вам не надо туда ходить, мне можно. Ты не иди туда. Не надо. Раз, два, три, проверка связи. Есть звук, база, проверьте картинку. Картинка есть, звук есть. Группа готова. Ждем разрешения базы. Сигнал есть, видим вас. Принято, входим. Проверьте передатчики ЛБ. Не пропали в карте. Картинка и звук есть. Сигнал стабильный. Мы внутри, передатчики работают. Слишком темно, фонарики бьют на пару мест. Уже поднимается пыль. 30 метров точно. Чувствую поток воздуха с крови. Пробудайтесь вперед. Понял, слышно вас нормально. Я прикрою сзади, проходите вперед. Не показалось? Да, база, низкие звуки на расстоянии примерно. Тестирование объекта SCP-004 показало, что 10 ключей из 12 предположительно открывают вход в иное измерение, где законы физики и топологии разительно отличаются от привычных нам. Испытуемые, попавшие в эти опасные условия, были разорваны на части. Лишь ключ под номером 7 открывает проход в относительно безопасное пространство.
Мобильная группа вернулась через несколько часов, так ничего не обнаружив. Я слышал, что это пространство так приглянулось нашему руководству, что за дверью развернулось какое-то грандиозное строительство. Возможно, лаборатория или хранилище, я не знаю. К сожалению, мой уровень доступа не позволил раздобыть больше информации об этом объекте. Однако при этом